Знаешь, как куют катану? Катану бьют. Снова и снова и снова. Чтобы удалить все лишние примеси. И когда сталь становится чистой, получается достойная катана. Ророноа Зорро. Второй по популярности герой после Луфи, который каждый раз умудряется радовать своих почитателей. Длинноволосый мечник, практикующий уникальный боевой стиль Санторию, имеющий амбициозную цель достигнуть титула величайший мечник в мире. Персонаж, суть которого сугубо, на мой взгляд, достаточно хорошо читается, почему-то вызывает многие вопросы у некоторых людей и даже откровенный хейт, как самого персонажа, так и его фанатов. Приветствую, меня зовут Сойер, и в этом видео я проведу полный доскональный обзор и анализ этого замечательного персонажа, дабы расставить все точки над «и». Выясним, почему же кому-то Зорро однозначно нравится, кому-то нет, а кто-то просто не может его понять по каким-либо причинам. Для реализации нашей цели мы подробно, структурно разберем Зорро как архетип, рассмотрим его развитие на протяжении истории и углубимся в его личность и черты его характера. Начнем же. Вообще-то Ода практически в самом начале повествования знакомит нас со всеми основными чертами Зорро, а только потом, уже в течение истории, умеренно развивает и трансформирует их. В рамках этого анализа в качестве введения я сначала пройдусь кратко по основному ассортименту его черт для выражения общей мысли, а уже после остановлюсь на каждой по отдельности, чтобы максимально полно и доходчиво раскрыть эту тему. Как я и сказал чуть ранее, уже с первого появления мы довольно отчетливо можем составить мнение о личности Зорро. Он гордый, благородный и сильный воин, который воспитан как самурай и имеет свой кодекс чести. В дальнейшем автор расширяет его образ, одновременно заставляя читателя изменить свой взгляд на него путем ознакомления нас с природой его мечты. Если изначально мы просто знали, что его мечта заключается в том, чтобы стать сильнейшим мечником в мире, ведь он даже заявлял, что убьет Луфи, если тот как-то будет мешаться ему на его пути, это было для нас достаточно банально. Но сколько мы таких видели, которые хотят стать самыми сильными в мире просто потому, что это круто. Однако, благодаря флешбеку мы понимаем, что это стремление порождено не из слепого и тщеславного поиска силы ради силы, а имеет достаточно трагичный фундамент, и его мечта — это обещание другу детства, что уже делает Зорро в наших глазах чуть более комплексным персонажем. Это начинает нравиться нам и еще больше облагораживает Зорро, но автор заходит дальше, и его образ подкрепляется решимостью и верностью своим убеждениям, вместе с готовностью идти до самого конца, до смерти. Примечательно, однако, что сам Зорро не до конца понимает свою позицию. Это достаточно хорошо показано в его столкновении с Михоуком. このまま心臓を貫かれたいか。なぜ悲観。さあな、わからねえ。ここを一歩でも引いちまったら、何か大事な今までの誓いとか約束とか、いろんなもんがへし折れて、もう二度とこの場所へ帰ってこれねえような気がする。 То есть он начал свой путь с общего понимания того, к чему двигается, однако это было чем-то настолько туманным для него, размытым, что осознать это для него не представлялось возможным. Как сказал Михоук, он просто лягушонок в колодце, который никогда не видел моря. Он словно сбился с прямой дороги и идет через проулки по истоптанным дорожкам, словно потерялся на пути к своей цели, что иронично, потому что у Зорро буквально присутствует физический недуг, связанный с его потерей ориентации в пространстве. Эдакая ироническая насмешка автора над персонажем. Луфи же выступает для него в роли маяка на этом пути, ведь именно благодаря ему Зорро впоследствии найдет дорогу к своей цели. Об этом подробнее мы поговорим также чуть позже. Вообще, развитие Зорро в течение истории в физическом и ментальном плане сильно поражает за счет того, каким способом Ода решил показать читателю его метаморфозы. Он избрал для Зорро довольно популярный архетип, который подразумевает под собой трансформацию героя из одной личности в совершенно противоположную под конец его личной истории, путем смены парадигмы сознания в определенные критические для персонажа моменты. Насчет архетипа и литературного образа мы поговорим в главе об образе Зорро в культуре чуть позже. И если подумать, то это действительно так. Именно развитие Зорро среди всех Мугивар выражено гораздо натуральнее, четче и ярче, чем у кого-либо. Ведь вот эта его трансформация от «Хорошо, Луфи, я присоединюсь к твоей команде, но буду следовать своим путем, и если ты хоть как-то будешь мне мешаться, я не задумываясь убью тебя», до «Возьми мою жизнь вместо жизни Луфи, он тот, кто станет королем пиратов», довольно разительная.
И что самое главное, эта трансформация влияет практически на каждый аспект характера Зора, ведь внутренние конфликты, с которыми он сталкивается на протяжении этого нелегкого пути, заставляют его отказываться от привычных ему моделей поведения в угоду новым моделям, более подходящим под его новое самоосознание. Это очень наглядно, и мы можем наблюдать, к примеру, в той же сцене с Михоуком, когда персонаж, одна из основных черт которого это не знающая никаких границ гордость, встает на колени перед тем, кого он поклялся превзойти и кому бросал вызов. Примечательно также то, что в отличие от большинства персонажей, раскрытие и развитие Зора происходит не в рамках определенного временного промежутка, сюжетной арки, как с тем же Санджи, к примеру, где автор максимально последовательно, не отвлекаясь, разжевывал и раскрывал личность персонажа, а на протяжении всей истории. Ведь если смотреть на картину целиком, то мы действительно сможем обнаружить различные триггеры, аккуратно раскиданные автором на довольно продолжительном отрезке истории, вследствие срабатывания которых мы либо узнавали какой-то аспект личности Зора, либо же были свидетелями его трансформации или же внутренней распри. Несмотря на то, что Зора, по моему мнению, не самый сложный персонаж, я вижу некоторые проблемы в понимании среди многих читателей, ведь я сталкивался с их мыслями, которые, если выражаться тезисно, звучат следующим образом. Зора плохой персонаж, у него нет конфликтов, он плохо раскрыт, он безэмоциональный, блеклый и черствый персонаж. Он бросал вызов Михоуку, а потом стал перед ним на колени, значит, он слитый персонаж. Зора скучный, ведь это просто персонаж только о силе, и он глупая машина для убийств. Все эти положения не выдерживают никакой критики, и после просмотра этого видео вы поймете всю несостоятельность таких заявлений, а если не поймете, то вам уже вряд ли что-то поможет. Ключом к пониманию, в чем же заключается трансформация Зора и почему она так сильно меняет персонажа, является его мечта. Ведь это основной лейтмотив. Зора мечтает обрести титул величайшего фехтовальщика в мире, однако на момент начала своего приключения он абсолютно не понимает, что на самом деле означает этот титул. Он, конечно, имеет в своей голове какое-то романтизированное представление, какой-то образ, величайший мечник, воин, владеющий искусством фехтования на настолько высоком уровне, что способен одолеть любого другого мечника. Естественно, для этого нужно быть физически развитым, ведь от твоей физической силы напрямую зависит сила твоего удара. И все это в совокупности с навыками обращения с холодным оружием. Именно таким путем исследует Зора. Он необдуманно лупит со всей силы своими мечами, и с большинством людей это работает, а значит все верно. Исключением становится лишь Куина, которую Зора так и не смог ни разу победить, несмотря на свои тренировки. В искусстве фехтования она его превосходила значительно. Для нас, сторонних наблюдателей, это очевидно, но не для Зора. Хотя за 2000 поражений, возможно, стоило бы уже догадаться, что стоит изменить свой подход к делу. Но Зора искренне не понимает, почему такое происходит. Он продолжил следовать своему пути меча, грубому и агрессивному. В конце концов, в целом-то это давало свои результаты. Зора стал известным человеком в Ист Блю, сильнее кого-либо. В одно время ему даже дали прозвище «Охотник на пиратов». В конце концов, он встречает человека, которого так долго искал, носителя титула величайший мечник Дракуль Михоук. И ничего себе, разница между ними настолько велика. Для Зора повторяется такая же ситуация, как и с Куиной. Абсолютное непонимание, как происходящее вообще возможно. Этот человек, который орудует миниатюрным ножичком, способен остановить самую сильную атаку Зоро? Полное поражение, после которого у Зора остается шанс нанести последнюю атаку. Он вкладывает всю силу в это, но результат не изменился. За свою жизнь он встретил уже 2 людей, которые неведомым ему образом превосходили искусство Зора. Продолжая свое приключение, он сталкивается с 3-м таким человеком, Дас Бонс. Ситуация аналогична предыдущим. Абсолютная неспособность для Зора что-то противопоставить своему противнику. Ведь человека из стали даже не поцарапать. Исход ожидаем. Зора вновь проигрывает, и вот он уже весь израненный, лежит в обломках обрушившегося на него здания и задает себе все тот же самый вопрос. Почему? Я тренировался, как никто другой. Сколько раз моя жизнь висела на волоске? Чего мне не хватает? И вот срабатывает очередной авторский триггер, запускающий для читателя флешбэк из прошлого Зора, который является информационным откровением для нас. Ведь именно в этой сцене Ода впервые раскрывает нам и Зора истинную суть понятия величайший мечник.
Через достаточно туманную метафору Косира объясняет Зора, что величайший меч — это не тот, который может разрубить все что угодно, к чему бы он ни прикоснулся, а тот, который может защитить то, что он хочет защитить, и разрезать то, что хочет разрезать. В тот момент Зора не понимал, что до него пытался донести учитель, и продолжал следовать, как он полагал, истинному пути меча, который гласил сражаться яростно со всей своей силой, расширяя свои границы. Меч, который ничего не разрубает, и при этом рассекает сталь. Я не понимаю, что это значит. Секрет величия меча в том, чтобы наступать и подавлять. Даже в Алабасте он все еще не понимает сути величайшего меча и продолжает прессинговать Даспонса тяжелыми агрессивными атаками. Спустя еще одну неудачу Зора получает ответ на свой извечный вопрос. Он осознает настоящий путь меча, который до него пытался донести Косира. Ударом своего клинка Зора не разрезает пальмовые листья в соответствии со своим желанием, в то же время легко рассекая камень. В этой глухой тишине Зора наконец окончательно находит ту самую давно потерянную дорогу к своей цели. Он начинает понимать, что действительно означает титул «Величайший мечник», и больше он никогда не повторит слова «я не знаю». Все эти судьбоносные встречи, влияние Луфи и переломный момент на Барате, все это было необходимым испытанием для того, чтобы Зора мог отказаться от концепта, которому он следовал всю жизнь. Вместе с этим осознанием, как мы и упомянули ранее, претерпевают изменения и другие элементы характера Зора. Теперь его забота об окружающих и защита того, что он хочет защитить, товарищей, это не просто следствие его доброго сердца, а нечто большее, часть его пути становления величайшим мечником. Это микроразвитие позволяет отстраивать для Зора новый фундамент в его характере. Это незначительно, но это получит больше развития в дальнейшем. Теперь некоторая туманность вокруг Зора была развеяна, хотя бы потому, что он получает больше понимания своих действий. Эти мои слова будут иметь больше смысла чуть дальше в видео, когда мы начнем детально разбирать характер Зора и его личностные конфликты. Но что на самом деле значит работать в команде? Это просто спасать и защищать друг друга. Есть люди, которые так и думают. Но для меня это детский лепет на лужайке. Все должны делать все, что могут, жертвуя своими жизнями. А затем сказать следующему: я сделал все, что мог, теперь твой черед. А если ты не завершишь начатое мной, то я приду и проучу тебя. Разве не так должна работать команда? И исходя из этого, я считаю нормальным, если твои накамы буйные и независимые. Вот что я думаю. Теперь я понимаю, что Усоп имел в виду, когда сказал мне делать все, что я могу. Но когда так говорит он, это больше походит на ложь. Почему мы продолжаем оставаться его накама? Так как мы вместе уже довольно долгое время, у меня появляется еще одна цель. Еще одна цель? Прости, я не могу это объяснить. В дальнейшем каркас Зора начинает обрастать благодаря его пониманию в различные моменты истории и находит свой пик в триллер-парке. Исполняя свою роль, он сражается до последнего, защищая павших членов команды от Шичибука и Бартоломью Кумы. Какая досада! Зора снова беспомощен, он не в состоянии кого-либо защитить своей силой. Он принимает отчаянное решение пожертвовать своей жизнью в обмен на жизнь Луфи, ведь это единственный способ спасти команду, произнося роковую фразу: «Все мои амбиции — ничто, если я не могу защитить своего капитана. Луфи, тот, кто станет королем пиратов». Почему-то многие читатели этот момент классифицируют как отказ Зора от своей мечты, что в корне неверно, ведь пройдя путь вместе с Луфи, он осознал для себя четкую истину. Величайший мечник — это не тот, кто может победить кого угодно на мечах, а тот, кто способен защитить то, что ему дорого. И для Зора его команда — это самое дорогое. Поэтому этот поступок Зора не отдалил его от своей мечты, напротив, лишь приблизил. В действиях Зора нет ничего противоречивого, это сетап, который формировался на протяжении всего путешествия с Луфи. Многие люди также просят не опускать тот факт, что Санджи тоже хотел пожертвовать своей жизнью и отдать ему должное. Но вы должны понимать разницу между Зора и Санджи в этом моменте. Он тут скорее нужен как элемент экспрессии жертвы Зора. Он упоминает о мечтах и планах Зора, словно автор еще раз тыкает нас в это. Самопожертвование Зора ради друзей — это и есть часть его мечты, неизбежный в какой-то момент атрибут. Даже в войне против двух Йонка именно Зора блокирует совместную атаку Большой Мамочки и Кайда, чтобы спасти своих товарищей от гибели.
Это всегда его роль, ведь каждый подобный поступок – это маленький шажок на правильном пути к его мечте. Все эти моменты слабости и беспомощности, через которые он прошел вкупе с настоящим пониманием его мечты, в итоге привели его к кульминационному моменту его трансформации. Отказавшись от своей вопиющей гордости, присущей ему в начале истории, он склоняет колени перед последним человеком в мире, перед которым он мог бы склонить колени – Михоуком. Ты разочаровал меня, Рарано. Ты хочешь учиться у меня? Своего противника? Какой позор. Говорит Михоук, не понимая, что перед ним уже не тот гордый юнец, слепо ищущий того, чего не способен понять. Удивительно, насколько автор разжевывает этот момент с помощью Михоука. Он словно через его уста задает вопросы читателя в этот момент. Я не понимаю, если ты по-прежнему считаешь меня своим противником, зачем вставать на колени и просить меня стать твоим учителем? Для чего? И наступает момент абсолютной ясности как для Зора, так и для читателя. Чтобы превзойти тебя. Одна и та же фраза для Зора в начале его пути и сейчас имеет совершенно разный смысл, как для Зора, так и для читателя. Он все еще собирается стать величайшим мечником, только теперь он точно знает, что это значит и к чему он стремится. Он все так же собирается превзойти Михоука, но теперь это значит не победу над ним в физическом поединке, а победу над самим собой, способный защитить то, что для него так дорого. Михоук моментально это понимает. Он смеется и соглашается на просьбу Зора, после чего автор еще раз объясняет нам смысл этой сцены через мысли Михоука. Какой же ты неловкий. Когда кто-то вроде тебя жертвует своей гордостью, он всегда делает это ради других. Эта сцена изумительна, ведь они оба не говорят этого вслух, но абсолютно точно понимают, что каждый из них имеет в виду. Для Михоука видеть, насколько изменился Зора с их первой встречи, безусловно поразительно, потому что он понимает это. Он сам проходил этот путь, он знает, что значит быть величайшим мечником. Этот заносчивый, гордо амбициозный юнец из Барати нашел свой путь. Он прошел эту борьбу через его жизненные испытания и вырос физически и ментально, чтобы в один момент оказаться здесь. Активировать еще один необходимый для него триггер, без которого дальнейшее развитие просто невозможно. Как и все это было бы невозможно, не встретить Зора Луфи. Насколько же сильная связь этих двоих, особенно когда мы понимаем, что они не смогли бы продвинуться дальше друг без друга. И именно благодаря Луфи, ставшего своим рода маяком, Зора смог найти свой путь. Луфи дал ему необходимый компонент для исполнения его мечты, людей, ради которых Зора готов отдать жизнь. Точно как и для Луфи, Зора стал неотъемлемым атрибутом достижения мечты стать королем пиратов. Ведь без Зора Луфи уже давно погиб бы в сотнях разных ситуаций и в еще сотнях принял бы неверные решения, которые могли обернуться разладом в его команде. Подводя итог этого введения, мы можем сформировать четкое представление об этом персонаже и оспорить большинство хейта и непонимания в его сторону. Да, люди могут не видеть всех мимолетных моментов, которые формируют персонажа, потому что эти события могут находиться далеко друг от друга в повествовании. Они не собраны в одной арке, как у того же Санджи, где все объяснено подробно, последовательно структурировано и подано на блюдечке. Зора не нужна целая арка, в которой его конфликты будут аккумулированы. Это распласталось по всей истории. В то время как арка Санджи это Тотленд, арка Зора это весь One Piece. Он второй главный герой наравне с Луфи. Да, возможно, у Зора нет этих трогательных сцен, где он, упавший на колени, весь в соплях и слезах, просит других решить его проблемы, потому что сам не справляется. Но они ему не нужны. Ведь это не значит, что у Зора нет слабостей, у него их полно. Просто он противостоит им и побеждает впоследствии, а не падает на колени и плачет, чтобы ему помогли решить его проблемы. Просто потому что персонаж совершенно другой. Он четко понимает, что единственный, кто может решить его проблемы, это он сам. Он воин, который ведет эту борьбу внутри себя, не раскрывая этих эмоций, не обременяя своих друзей этим, а все свои переживания вымещает в тренировках, в одиночестве, превращает свои слабости в силу. Замечательно. Теперь, когда введение окончено, мы можем перейти к основной части этого видео и подробнее разобраться в личности и характере Зора. Часто можно услышать, как фанаты говорят что-то вроде «У Зора есть только сила». Да, Зора это персонаж пустышка, у него нет чувств и глубины, в отличие от других Мугибар. Его бэкграунд не такой трагичный, у него ведь просто умерла лучшая подруга в детстве, ничего страшного. Вот Санджи родственники обижали, вот это да, глубина.
Ответственно заявляю, что предельно не разделяю такие положения, даже возьму на себя риск сказать, что мои рассуждения будут объективными, как бы парадоксально и чрезмерно это ни звучало. Постараемся абстрагироваться от примитивных рассуждений, чьим основанием является не более чем любительское имхо, и заглянем в саму суть происходящего. Зора — один из самых глубоких персонажей в One Piece. И тут важно подчеркнуть глубоких, именно глубоких, потому что его мысли и чувства не лежат на поверхности, их нужно понять и прочувствовать через те небольшие фрагменты повествования, которые дает нам автор. Давайте же окунемся вглубь характера Зора и раскроем его тайны. Гордость. Гордость — это база, на которой замешивается все остальное, крепкий фундамент. Заходя издалека, идентифицируем литературный образ Зора, потому что мы знаем то, насколько Ода начитанный человек и как много он берет шаблонов из культовой литературы. Мы разбирали это на примере того же Эйса в этом видео, которое вам стоит посмотреть в обязательном порядке по ссылке в описании или подсказке в верхнем правом углу. Для того, чтобы в полной мере охватить наше представление об этом замечательном персонаже, прежде я приведу краткий ликбез по его литературному образу. Зора словно один из героев классической русской литературы. Многих отечественных классиков волновала проблема гордого человека, его отношения с окружающими, его жизненный путь. Гордость – один из 7 смертных грехов. Гордые герои по своей природе одиноки, холодные. Но такие люди не лишены эмоций и богатства внутреннего мира. Просто их гордость слишком сильна, чтобы признать свои слабости. Проблемы и метания таких людей зачастую происходят внутри них самих, в отличие от чувствительных персонажей, у которых все эмоции и переживания выражаются всеми доступными способами. Зора словно один из персонажей Достоевского, ведь именно этот автор всю свою жизнь посвятил раскрытию главной темы своих исканий – темы человека. Он открыл много неизведанного, показал человека во всевозможных столкновениях с жизнью. Перед Достоевским всегда стояла проблема преодоления гордости как главного источника разобщения людей. Эту тему он пытается решить в каждом своем романе. Очень ярко она выражена в романах «Бесы», «Братья Карамазовы» и «Преступление и наказание». Согласно его мнению, верховное зло есть гордость. В чистом виде гордость обнаруживается на высшем уровне личности, обладающей значительной силой и богатыми дарами духа. Освобождение от этого зла – задача самая трудная, разрешаемая обыкновенно лишь после преодоления других видов зла. Возвращаясь к теме характера Зора, такой ли он пустой, как многие считают, или же нужно просто зреть в корень, а не рассматривать вершки? Первый раз мы встречаем Зора, привязанным к столбу за якобы преступление. Нам представляют его как ужасного демона, который готов перерезать кому угодно глотку, невзирая ни на что. Нам показывают его пафосным и возвышенным над всеми, даже в таком положении, которое по сути своей противоположное представленному. Создается контраст. Когда маленькая девочка принесла ему еды, он прогонял ее, потому что понимал, что за любую помощь грозит наказание. Далее девочку выбрасывают за пределы штаба, а Луфи пробирается к нему поближе, чтобы познакомиться и поговорить. И именно тогда нам первый раз показывают гордость и упрямство мечника. Висишь, как тряпка у позорного столба. Сбежать не можешь. Тебя не спросил. Зуб даю, я бы смылся отсюда в 2 счета. Я не такой трус, как ты. Я выживу назло ему. Непременно. Ха, вот чудак. Но в то же время нам раскрывают мягкость его характера, когда он просит Луфи подать с земли растопленные онигири маленькой девочки, съедает их полностью и говорит, что было вкусно, потому что он понимает, как сильно она старалась для него. Далее нам еще и раскрывают, что Зора привязан к столбу и терпит наказание вместо этой девочки и ее мамы. Разве же это не благородно? Разве уже с первого появления нам не дают понять, что Зора человек чести и не бросает слов на ветер? Он всегда готов помочь тем, кто слабее его, не требуя ничего взамен. Даже после того, как Зора и Луфи разделились, мечник наконец находит своего капитана и, быстро прочитав ситуацию, в которую тот попал, он защищает Нами, которая тушила фитиль пушки Багги, а после интересуется, не ранена ли она. В тот момент он еще не знает, что Луфи и Нами стали союзниками, то есть он просто защитил девушку в беде и не ждет от нее благодарности или чего-то еще. Он сделал это, потому что по факту обязан, в соответствии со своим характером. Да и в целом заметьте, что именно из-за взаимоотношений Зора и
Луфи, Нами понемногу начинает понимать, что пираты не такие уж и плохие парни, так как на ее глазах раненый Зора спасает беззащитно сидящего в клетке Луфи. И еще тут также необходимо понимать, что Нами больше всего времени провела именно с Зора и Луфи, чуть меньше с Усопом, а с Санджи вообще только познакомилась. Это дает нам понять, что именно глубокая связь первой пары Мугивар заставляет ее кардинально поменять свое мнение о пиратах. さっき何怒ってたの？俺、あいつら嫌いだ。あいつら間違ってる。仲間ってのはあんなもんじゃねえ。何言ってんの？当たり前じゃない。海賊なんてあんたが考えてるような綺麗なもんじゃないわ。キャプテンクロの方がスタンダードなんじゃない？肉が食いてえ。こいつは。 Далее по сюжету Нами раскрывают как офицера пиратов Орлонга, и она велит Зора убираться и не пытаться ее вернуть. Я с самого начала просто использовала вас. Вы неплохо знаете свое дело. Я и решила, что на вас можно нажиться. Зора же смотрит на Нами с сомнением и неверием ее словам. В момент, когда Орлон говорит, что Нами ведьма, которая забыла о смерти матери ради денег, лицо Нами меняется, и чутко подмечая это, Зора решается на отчаянный шаг – прыгнуть в бассейн, будучи полностью связанным, тем самым испытывая Нами на прочность и создавая абсолютное понимание ситуации для самого себя. Это то, что называется доверие. Доверие Накама. Зора верил Нами настолько, что поставил на кон свою жизнь. Быстрее надо было за мной, дурында. Я чуть концы не отдал. Издеваешься? Также давайте вспомним события до этого прыжка в бассейн. С момента присоединения Нами к команде Луфи, именно Зора берет на себя заботу о ней. Во время приключений в деревне Сиропа Зора присматривает за Нами. Когда они исследуют скалу, на которой видели Луфи и Усопа, рыжеволосая делает слишком близкий шаг к краю, и тогда мечник говорит ей быть осторожнее и не подходить так близко к обрыву. Как легко осыпается. Нами, не свались. Да. На самом деле, забота Зора всегда сопряжена еще и с тревогой. Видно, что зачастую он с сомнением относится к новым членам команды, особенно к девушкам. Наиболее ярко это было выражено на примере с Робин. Но если быть предельно честным, то недоверие Зора к девушкам вполне обосновано. Его можно понять, ведь в определенные промежутки повествования все три девчонки команды Мугивар предавали своего капитана, улепетывая за 3-9 земель, из-за чего остальной команде приходилось бросать все свои дела и плыть прямо за ними, помогая этим заплаканным котяткам в решении их личных проблем. Даже во время сражения Зора всегда защищает слабых. Сразу видно, что он осознает свою силу и чувствует ответственность за тех, кто менее силен. Ему явно не сдобровать. Я прикрою его. Ну-ка, на мои боши! Раскрылся! Почему ты стреляешь в своих? Это не так. Он сам подставился. А? Он сам? Придурок, Усоп! Хочешь умереть? Возможно, он защитил нас. Если бы ты выстрелил в них, Панченко, они наверняка бы в ответ атаковали бы нас. Он... Сейчас не время беспокоиться о нас. Проклятие. Эту его особенность нам также демонстрируют в Локтауне. Зора во время похода за покупками становится невольным свидетелем сцены, где два амбала угрожают расправой хрупкой девушке, и он, не задумываясь, спешит на помощь незнакомке в беде. Та, конечно же, удивляет его тем, что не так уж ей и нужна его помощь, но еще больше он удивляется ее схожестью с подругой детства Куиной, той, кому он дал обещание стать сильнейшим. И раз уж мы вспомнили про Куину, давайте разберем, как любят говорить хейтеры, совсем не грустный бэкграунд Зора. Да, возможно, у него на глазах не убивали мать, не сжигали деревню, и он не сидел голодом на скале посреди океана. Однако, что мы знаем о Зорро? А толком и ничего мы о нем не знаем. Видите ли, с самого начала нам показывают его как гордеца, который хочет стать чертовски сильным, при этом не раскрывая этому причины. После чего его пыл и гордость немного остудила девчонка. Далее, большую часть времени он проводит в
тренировках, чтобы опять-таки стать сильнее. Нам не говорят ни о его родителях, ни как он проводит время вне додзё. Все, что нам дается, это его стремление и его гордость. Давайте вспомним еще одного героя аниме, который также стремился стать сильнейшим и получить признание. Наруто Узумаки. Сначала нам показывают Наруто как беспризорника, который хочет стать Хокаге, и многие относятся к нему с сомнением, но постепенно начинают признавать его силу и его стремление. Хоть многие также продолжают не замечать, что в первую очередь Наруто хотел избавиться от одиночества. Возможно, и гордость Зора также берет свое начало из одиночества, и его первым близким другом и соперником становится Куина. Она выступает тут в роли Саске, друг и соперник, которого хочет превзойти главный герой, но все у него не выходит. У Зора и Куины разные причины, но одна цель – стать сильнее. И когда Куина жалуется на свой пол, это глубоко ранит Зора, ведь такими словами она по сути обесценит его вклад в себя, в тренировки, на которых он проводит большую часть своего времени. Мне очень нравится история Куины и Зора. Более того, смерть Куины – это один из моих любимых моментов, а сцена ее похорон – одна из любимых сцен. Смерть Куины максимально поражает зрителя с точки зрения обычного человека. Именно то, что она погибла не от рук сильного противника или оказавшись в безвыходном положении, или же в результате самопожертвования, что сделало бы ее смерть героической, а погибла в результате ужасной, нелепой случайности. Это пугает, страшит больше всего. Потому что смерть Куины — это просто жуткое людское невезение. Ты не знаешь, что будет завтра. Ты строишь амбиции, планы, ты смотришь в будущее, не догадываясь и не подозревая, что возможно на следующее утро тебе на голову упадет сосулька, или ты оступишься на лестничном пролете у себя дома, где ты ходишь вот уже всю свою жизнь. Как сказал Косера, люди — слабые существа. Человеческие жизни до смешного хрупкие, мы величина эволюции, у нас есть самосознание, чувства и мечты, но мы не властны даже над своим собственным завтрашним днем, и никто никогда не сможет точно сказать, сколько ты еще проживешь. Такой непопулярный, но чрезмерно глубокий и злободневный смысл Ода имплементировал в историю одной девочки. Гениальности этому моменту добавляет то, что Ода показал взаимодействие человека с подобной ситуацией через юного Зора. Я безумно люблю сцену похорон Куины. Небо затянуто тучами, и сама природа оплакивает умершую девочку. И тут мы видим маленького Зора, который не рыдает от горя и не скорбит. Нет, он просто идет вместе со всей похоронной группой с полным отсутствием эмоций на своем лице и слушает горестное недоумение окружающих о смерти девочки. Она была еще ребенком. Людей трудно понять. Кто знает, что произойдет завтра. Такое различие в эмоциях между всеми остальными людьми и Зора показывает нам, насколько сильно мальчик не принимает смерть подруги. Даже в процессе похорон он все еще не верит, что это произошло и что все это по-настоящему. Вот же, только вчера они вместе тренировались, дали друг другу клятвы и были вдохновлены на грядущее исполнение их мечт. А сегодня этого уже нет, все испарилось за одно мгновение. Для взрослых людей принять смерть человека не так тяжело, как совсем маленькому ребенку, который, вероятно, не сталкивался с этим до нынешнего момента. Потерять близкого друга по такой нелепой причине. В этот момент Зора еще может верить в то, что это сон, и сейчас он проснется и все снова станет как прежде. Ежедневные тренировки и спарринги с Куиной в бесконечных попытках одержать победу. Но как прежде уже не будет. Жизнь продолжается, и Зора, который не умеет отпускать людей, который никогда не сталкивался с концепцией смерти, все еще не верит в произошедшее, и просыпаясь как обычно, бежит в хорошо знакомое место, чтобы еще раз вызвать Куину на поединок. Но теперь в комнате пусто. Никого нет. Только тревожная, звонкая тишина в душе. В тот момент, когда все уже смирились с реальностью, Зора тонет в собственной ярости, изливая ее на спаррингах и тренируясь как маньяк до изнеможения. Ему чудится, будто Куина все еще жива и она рядом, будто старая жизнь вот-вот вернется. Невероятно потрясающе, как Ода показал все это непринятие и буквально отказ Зора верить в произошедшее, столь внезапное и шокирующее событие. Так жизненно и так по-взрослому. Смерть Куины, помимо прочего, является абсолютным фундаментом девелопмента Зора, ведь его путь начался именно с нее, именно с их клятвы друг другу. На этой истории основывается главная цель Зора – стать величайшим мечником в мире. Благодаря этому мечта Зора не является просто пустышкой и проявлением собственного эго через эгоистичную мечту. Он хочет стать лучшим в мире не просто потому, что это прикольная и благородная цель, а потому что он дал обещание, нарушить которое теперь, после смерти оппонента, просто физически невозможно. Он не может сдаться и скинуть эту ответственность на Куину.
А теперь представьте боль человека, который был одинок, но в этом одиночестве нашел родственную душу, а после потерял ее безвозвратно. Представьте ту ношу, с которой теперь он должен идти. У него нет пути назад, потому что кроме него никто не сможет исполнить обещание. Что бы случилось, потеряя Наруто Саске, вам бы не было грустно вместе с Наруто? И помните, что все люди разные, и у каждого свое восприятие ситуации, что может легко пережить один человек, другого может полностью сломать и опустошить. Зора силен не потому, что он физически силен. Его сила заключается в его решимости и стойкости. Может, Зора и кажется скоплением пафоса и мощи, но это не единственное, что в нем есть. К примеру, мы знаем, что Кок никогда не ударит девушку. Таков его путь. У Зора тоже есть свои принципы. Он защищает тех, кто не может защитить себя сам. Его образ – это одновременно и щит, и меч короля. И главное, Зора знает, когда он должен быть щитом, а когда мечом. Его голова всегда холодна, а рука тверда. Он не отступается от принятых решений и идет до конца. Это мы видим также и в момент его присоединения к команде. Казалось бы, команды никакой нет, вместо корабля лодчонка, и ничто в тот момент не мешало Зора уйти. Ничто, кроме данного им слова, а слова для него имеют особый вес. И в этом они с Луфи похожи. Оба держат свои обещания, чего бы им это ни стоило. Это также лежит в основе их невидимой связи. И раз уж мы говорим о глубокой связи мечника и капитана, еще с момента присоединения Зора к команде эти двое начинают понимать друг друга без слов. Их отношения базируются на уважении. Луфи уважает Зора и его стремления. Также и Зора уважает Луфи, несмотря на его инфантильное поведение, потому что он знает, что в критический момент Луфи сделает все необходимое. Если начать пересматривать One Piece и свести свое внимание на взаимоотношения этих двоих, то можно заметить, что они абсолютно точно противопоставляются друг другу. Да, именно. Противопоставление идет не между Мечником и Коком, а между Зора и Луфи. Серьезный и гордый в противовес беззаботному и безбашенному Луфи. По небольшим частям флешбеков мы также можем понять, что Луфи это Роджер, а Зора это Рейли. Согласитесь, что до флешбеков Одена многие воспринимали Роджера серьезным и опасным пиратом, но совсем недавно нам раскрывают, что он, как и Луфи, был беззаботным и в какой-то степени инфантильным, а Рейли, в свою очередь, спокойным и рассудительным. И хоть распространено мнение, что второй помощник на корабле Мугивар это Нами, потому что она якобы всеми командует, в том числе Зора и Луфи, это тоже можно легко оспорить, так как в действительно серьезной или критической ситуации главными являются слова Луфи и Зора. Вспомним сцену в баре на Джае, когда Беллами ударил Луфи, за что мечник сразу приставил меч к горлу нападавшего, и несмотря на вопли Нами о том, что не надо тут драться, Зора ответил: Ну и как это понимать, крысяныш? Это мне тебя надо спрашивать. Зора, постой! Мы здесь толком ничего не разузнали. Молчи! Раз хочет драки, получит. И позже, в этом же баре, именно Луфи дает команду Зора не драться. Их избивают, и Нами очень злится, ведь не понимает сути того, что произошло. Зора всегда направляет Луфи и безоговорочно верен ему, верен как никто в команде. Вспомните хоть один момент, где Зора бы поднял руку на своего капитана. Ну, кроме Виски Пик. Этот момент не считается, так как Зора пытался донести до Луфи суть своих действий. Да и характер сцены там имел под собой более юмористический оттенок. А кроме этого и нет больше таких моментов, потому что Зора человек чести и слова. И раз уж мы заговорили о Виски Пик, это также является одним из моментов проявления заботы Зора о команде. Виски Пик, город, в котором любят пиратов, оказался не тем, за что себя выдавал. Все жители острова являлись охотниками за головами. После устроенной пирушки и яркого приветствия бдительность большинства членов команды была усыплена. Каждому из них дали то, чего они хотели. Луфи накормили до отвала, Нами предложили большой выигрыш за победу, Санджи окружили дамы, а Усопа верные слушатели. И когда вся команда уже была в отключке, а охотники за головами обсуждали план по наживе с этих пиратов, появляется Зора и просит дать отдохнуть его команде, ведь они утомились за время вчерашнего путешествия. И, скорее всего, он чувствует небольшую вину за то, что он спал, пока остальные сражались со штормом. И вот так он искупает свою оплошность, в одиночку сражаясь против сотни охотников на Виски Пик. И даже сражаясь против безжалостных охотников за головами, Зора не ведет себя как сумасшедший маньяк, который режет все, что под руку попадется. В один момент нам показывают монашку с ребенком, и Зора останавливает свой меч. И после того, как они раскрываются и нападают на него, он использует оборотную сторону меча. То есть даже к врагам Зора относится снисходительно. И тут также мы наблюдаем, что противопоставление идет именно между Луфи и Зора, ведь его путают с настоящим капитаном команды.
Вот в чем загвоздка. Это он стоит 30 миллионов Бейли, и тогда все сразу становится на свои места. Это он настоящий капитан. В дальнейшем эта фраза будет часто встречаться, так как Зора действительно силен, плюс он серьезен, поэтому и враги воспринимают его всерьез. Да и из всей команды только Зора попадает вместе с капитаном в список разыскиваемых пиратов, позже названных худшим поколением. Не Санджи, а Зора. И на этом нам четко акцентируют внимание. Именно силу мечника отмечают пираты из худшего поколения во время инцидента с Тенрюбита на Савооде. А после того, как положение спасла Бонни, первым делом Зора отправляется на помощь к раненому и узнает про врача. И больше всего мы должны остерегаться Роренозора. Тот самый охотник на пиратов. По слухам, он владеет Санторию. Пусть пожалеет, что вообще решил показать здесь свою наглую рожу. И о чем я должен пожалеть-то? Но вернемся к событиям после Виски Пик. История развивается очень быстро, и на корабле Мугивар появляется принцесса Алабасты. И теперь путь пиратов лежит в королевство песков с небольшой остановкой на острове под названием Литл Гаден. На нем Мугивары встречают гигантов, которые сражаются в честной битве вот уже 100 лет. Но в их долгий поединок вмешивается Мистер 3. Сначала подмешивая взрывчатку в Эль, а затем и в самом сражении, что позволяет Броги одолеть Дори. Позднее, когда Нами, Виви, Зора и Гигант находятся в восковой ловушке, Мистер 3 рассказывает о своем преступлении и высмеивает слезы Броги. Броги добил его и как ребенок буквально до слез радовался своей якобы честной победе. Нет, вы когда-нибудь видели таких редкостных недоумков? Мне не доводилось. Я уж и не надеялся, что когда-нибудь увижу. Или, может быть, это были слезы по убитому товарищу? В этот момент нам показывают Зора, которому явно не нравятся слова Мистера 3, ведь Зора понимает ценность честного поединка и чтит кодекс воина. Поэтому, несмотря на то, что ранее он не был знаком с гигантами, он проникается к ним уважением. Стоит уточнить, что автор делает особый графический акцент на размышлении Зора. Обратите внимание, что в течение всей этой динамичной сцены между собой взаимодействуют все персонажи, кроме Зора. Автор рисует целых 3 фрейма, на которых Зора, в отличие от остальных, ничего не говорит. И именно благодаря многоточиям в диалоговых облачках во всех этих фреймах автор дает нам понять, что Зора анализирует положение и понимает чувства Броги благодаря собственному кодексу воина и выдвигает пути решения проблемы. И в момент, когда Броги уже теряет тягу к сражению, именно Зора своими словами о том, что если отрезать руки и ноги, то все еще можно сражаться и что они не обязаны умирать из-за этих идиотов, своей смелостью и решимостью заслуживает уважения Броги и возвращает ему силы бороться. Его слова вдохновляют даже Виви, и она собирается сражаться рядом с Зора и Броги. Если бы не появились Луфи с Усобом, то Зора бы точно отрезал себе ноги, чтобы победить и спасти менее сильных членов команды. В данном случае это Нами и Виви. На самом деле, приключения на Литл Гаден имеют гораздо больше ценности для зрителя в плане раскрытия характера Зора. В тот момент, когда Нами, Виви и Зора оказываются пленниками Мистера 3, мы становимся свидетелями сцены, в которой невозмутимый Зора из-за невозможности разрезать воск начинает отрезать свои ноги. Его прерывает внезапное появление Луфи и компании, которые готовы уже освободить пленников, на что Зора дает отказ, говоря, что все в порядке. Никаких проблем нет. После чего совершает еще более нелепый поступок. Встает в красивую позу для смерти. И это при том всем, что его ноги все еще кровоточат. Смотря на эту сценку, мы с одной стороны немного сбиты с толку столь нелогичным поведением Зора. В то время как все остальные пытаются что-то сделать, как-то освободиться, он просто невозмутимо думает о чем-то своем. После чего легкомысленно сообщает, что отрежет себе ноги, чтобы продолжить сражение. С таким спокойным лицом, словно для него отрубить собственные ноги, это все равно, что за хлебом сходить. Ну и его финальные дурачества после отказного предложения Луфи освободиться тоже кажутся весьма комичными. С другой стороны, наше удивление немного проходит, когда мы осознаем, о ком идет речь. Ну Зора, как всегда, предлагает безрассудные вещи и такой спокойный и хладнокровный в такие напряженные моменты. Да, он крутой. Примерно так мы думаем. Однако все произошедшее кардинально меняет свой оттенок благодаря тому, что Ода дает нам сцену Зора наедине с самим собой в дальнейшем сюжете. В то время как все празднуют свою победу над врагами, Зора, отстранившись от команды, все еще не до конца отпустил ситуацию. Во время тренировки он переживает, что слишком слаб. Если б я смог разрубить этот воск, я бы никогда не подвел. Я слаб. Я должен стать сильнее.
Он рефлексирует и стремится стать сильнее не только для достижения своей цели, но и для защиты своих друзей. Однако в тот момент еще не до конца осознает, что это смежные понятия. Он не желает, чтобы эта ситуация повторилась, и прикладывает все свои силы, чтобы не допустить этого. Ведь Зора уже терял близкого ему человека и не хочет повторения этой боли. И только после этой небольшой сцены мы понимаем, что это настоящий Зора. Вот его истинные мысли и чувства. Они все здесь. А все его ухмылки, бравады и легкомыслие в опасной ситуации были лишь маской. Маской уверенности, которой он прикрывался, чтобы не показывать свою слабость и беспомощность. Позволить кому-то увидеть его настоящие мысли и переживания для него непозволительная роскошь. Если быть внимательным, то можно заметить, что подобная модель поведения у Зора прослеживается регулярно. Во время боевой ситуации он делает максимум из того, на что способен, преодолевая страх, не отступая и идя до конца, при этом сохраняя гордый и уверенный настрой, после чего отстраняется от друзей, чтобы никто не видел его истинных эмоций, и в уединении корит себя за то, что снова у него ничего не получилось. Его рефлексия по поводу «если бы я только был сильнее, я бы смог всех защитить» доходит до пределов, что довольно закономерно, ведь он буквально не справляется со своей ролью на корабле. Его переживания в этот момент сопряжены с тяжелыми тренировками. На первый взгляд может показаться, что он делает это, чтобы стать еще сильнее, и в каком-то смысле так и есть, но не до конца. Ведь размер бицухи в мире One Piece ничего не решает. Природа силы в этом мире совсем иная, и тренировки тут практически не нужны. На самом деле это больше психологический момент и, пожалуй, самый сильный символизм от Оды для такого персонажа, как Зора. Но, к сожалению, не особенно очевидный, ведь читатель никогда не сможет понять, почему сцены, где Зора в одиночестве занимается тяжелыми физическими упражнениями у себя в каюте, настолько важны для него. Если сам никогда серьезно не занимался фитнесом и упражнениями в спортзале, либо другой активностью, которая нацелена на одиночное физическое развитие с постоянным расширением своих пределов. Потому что мир бодибилдинга и тяжелой работы для его представителей это не просто хобби или необходимое действие для поддержания своего тела и здоровья в хорошем состоянии. Это не просто тренировки, это философия. Философия правильной жизни и прогресса. Для обывателя, незнакомого с этим миром, может показаться глупым. Зачем это человеку каждый день по 3 часа проводить в спортзале и постоянно нагружать свое тело? Это же дико! Стоит ли пару сантиметров в бицепсе таких безумных пыток? Но не смогут понять. Правда в том, что когда ты получил эти пару сантиметров в бицепсе, ты не просто получил пару сантиметров в бицепсе, ты понимаешь, что ты получил нечто большее, потому что ты работал ради него, ты был постоянен, ты выкладывался каждый день, ты пересекал этот болевой порог, когда уже мышцы отказывают, а ты идешь дальше. Ты делал все это, и все это сделало тебя другим, внутри, в твоей голове. Ты построил фундамент, стал сильнее и больше не только физически, но и ментально. Твой дух стал сильнее, твоя воля закалилась. Это чувство необходимо, чтобы понимать Зора гораздо глубже. Несмотря на то, что это персонаж сёнэна, среди всех Мугивар, Зора наиболее реалистичный персонаж. Читатель может ассоциировать себя с ним как раз благодаря подобным чувствам, ведь настоящая эмпатия может возникать только тогда, когда ты способен чувствовать то же, что и другой человек. Те, кто когда-то серьезно занимался или занимается в спортзале, также могут понимать, почему автор все переживания Зора ограничивает именно в его тренировках. Когда ты выполняешь упражнения, весь твой фокус направлен лишь на это. Правильная техника выполнения, нейромышечная связь, чувство физического преодоления. Все это позволяет тебе абстрагироваться от мира, от людей. Все проблемы идут нахуй вместе с мусором в твоей голове. Есть только ты и предел, который ты должен преодолеть. Занимаясь тяжелой физической работой, ты отдыхаешь ментально. Твой разум становится чище и гораздо проще сконцентрироваться на том, что действительно важно для тебя. Именно в такие моменты, наедине с самим собой, когда грудные готовы взорваться от пампа, Зора может быть честен с самим собой. Он может осознавать и анализировать произошедшее. Он может повторять себе слова о том, что он должен стать сильнее. Это его мантра. Именно в эти моменты он закаляет себя. Его амбиции выкованы в огне. Именно в такие моменты мы можем наслаждаться настоящим Зора и понимать его лучше, чем кого-либо из персонажей. Поэтому важно понимать ценность этих сцен. Именно в эти моменты Зора становится по-настоящему сильнее. И все эти язвы в стиле «Да, о какой философии идет речь? Это же просто тренировки» не имеют никакого смысла. Ведь когда ты проводишь эту тяжелую работу, ты не просто тренируешься, ты не просто потеешь, ты создаешь. Создаешь себя. Творишь новую реальность. Реальность, в которой нет места сомнениям, лени, страху. Ты разбиваешь все это, повтор за повтором. Ты строишь.
Строишь характер, волю, дисциплину, стержень. Строишь, пока никто не видит. Потому что когда ты выйдешь на арену, характер, который ты построил, решит все. В этих моментах мы также можем отметить, что для Зора слабость недопустима. И зная Оду, речь тут идет не только о физической слабости, но и о духовной. Как только Зора даст слабину, невидимая стена, защищающая команду Мугивар, рухнет. Что такое слабость в общем человеческом понимании? Слабость, как характеристика личности, имеет уничижительный смысл, и чаще всего описание слабости отталкивающие, в отличие от ее противоположности – силы. Сильных людей уважают, быть сильными стремятся, силой гордятся. Когда я говорю о силе, то имею в виду такие личностные черты, как твердость, непоколебимость, целеустремленность, способность стойко сносить лишения, неудобства. Но откуда берется сила? Дело в том, что чаще всего люди, в которых сочетается большое количество личностных качеств, которые причисляются к силе, на самом деле в прошлом имели трагичный опыт, на основании которого психика сформировала защитные механизмы с целью уберечь от повторения неблагоприятного опыта. Думаю, все вы замечали, что Зора присущи все характеристики сильного человека. Он тверд, решителен, амбициозен, целеустремлен, готов идти вперед, несмотря ни на что, и даже будучи израненным, он всегда будет идти вперед. Для описания Зора идеально подходит строка из стихотворения Тихонова. Гвозди б делать из этих людей, крепче б не было в мире гвоздей. Согласитесь, это идеальное описание мечника. Но что разворачивается внутри, в субъективной реальности таких людей? Почему же быть слабым представляется для них столь немыслимым? А все потому, что впустить в свою жизнь слабость неизбежно сопряжено с соприкосновением со своими грандиозными страхами быть уничтоженными, раздавленными, осмеянными, отвергнутыми. Это нелегкое прощение со своим прошлым, где они были вынуждены сражаться, выживать и защищаться. Это высвобождение чувств, которые питают безмерно разросшуюся силу. Да, несомненно, Зора не так открыт со своей командой, но это не потому, что он бесчувственный, а потому, что он привык жить, закрывая эмоции внутри себя и свои проблемы решать самостоятельно, а не вываливать это бремя на близких ему людей. Но даже так, если внимательно смотреть на то, как взаимодействует мечник со своей командой, то можно заметить, что он старается быть внимательным к ним, пусть и не всегда может это правильно преподнести. Так, например, он с раздражением ругается на больную Нами и отправляет ее в кровать, говоря, что он совсем справится. Во время приключений в Алабасте Зора единственный из Мугивар, кто переживал за Чоппера и заботился о нем, ведь Чоппер — северный олень и с трудом переносит высокие температуры. И еще множество микромоментов, которые можно упустить при первых прочтениях, а все потому, что личность Зора не лежит на поверхности. Он очень сложный персонаж, мысли и чувства которого мы не всегда можем понять, но они, тем не менее, читаются, стоит лишь уделить должное внимание. Когда люди рассуждают о Зора, они ограничивают его ценность в команде именно стороной силы, ставя в противовес Санджи, который в некоторых моментах проявлял стратегическое мышление, что, несомненно, помогало Мугиварам выбираться из безвыходных на первый взгляд положений. В подавляющем большинстве случаев в пример приводится цепочка активных действий, благодаря которым Санджи провел диверсию в Алабасте под именем Мистер Принц. К сожалению, этот аргумент не может быть основополагающим в объективном сравнении, так как Зора совсем не глуп, и ему также не чужда стратегия. И именно Зора придумывает принцип защиты от силы перевоплощения Мистера 2, нанеся на свои руки изображение креста, их личного символа Накама. А во время пересечения пустыни, когда все злятся на Луфи за его наивность, ведь его обманули птицы и унесли все их припасы, Зора велит всем успокоиться и беречь силы. Здраво рассудив, что до Юбы осталось идти недолго, предлагает сделать небольшой привал и идти дальше. Здравый смысл Зора и его хладнокровие не раз спасали Мугивар из затруднительных положений. Поэтому в уме и сообразительности он ничуть не уступает Санджи, которого многие читатели считают мозгом в команде Мугивар. Кроме того, стратегические роли играли практически все Мугивары в определенные моменты повествования. Не очень правильно было бы выделять кого-то из Мугивар в отношении стратегии. Арка Скайпия также имеет яркие примеры, раскрывающие персонажа.
Первым моментом заботы Зора о команде в этой арке становится момент, когда корабль вместе с командой направляется в край Божий. В этот момент Зора говорит команде прыгать с корабля и что он единственный, кто останется защищать его. Позже Зора бросается за Чоппером, когда тот падает с корабля, испугавшись слов Робин о жертвоприношениях. И в целом, пока нет Луфи, именно он берет командование на себя. Замечая пробоину в днище корабля, дает команду Чопперу придумать, как это починить. Сам он собирается на разведку, говоря, что алтарь — это их база, и уверенно говорит о том, что Луфи и остальные наверняка уже в пути. И именно в этом эпизоде нам через персонажей говорят о высокомерии Зора. Он даже высокомернее Бога. Все мы с вами знаем, что мечник всегда стремится сохранять здравомыслие и холодность рассудка. Однако в арке Скайпии мы часто будем наблюдать и раздражение Зора. Например, когда он находит израненного Чоппера, нам показывают, как меняется его лицо. Но когда жрец Ом спрашивает, будет ли Зора мстить за него, то мечник, сохраняя контроль, отвечает, что нет. Но тем не менее грозит Ому убийством. Позже он бросается с атакой на Энеля, который ранил Робин. Зора произносит достаточно соответствующую ему фразу в этот момент. Она же женщина. Это более чем в характере Зора сказать что-то подобное, ведь он не понаслышке знает о том, как хрупка человеческая жизнь, а в особенности женские тела. Да, это те уроки, которые он прекрасно усвоил, и прошлое, к которому он ни за что не согласится вернуться. Вообще, можно бесконечно перечислять моменты, в которых Зора показывает, что он очень чуткий и добрый человек, не лишенный сострадания и эмпатии. Он крайне живой персонаж. Просто он не дает волю чувствам, полагаясь больше на разум. Ведь Зора чувствует ответственность за членов своей команды и понимает, что часто эмоции могут погубить жизни его товарищей. Поэтому он часто выступает в роли голоса разума команды, останавливая Луфи и других от необдуманных решений. Когда все разбиты и эмоционально подавлены из-за ухода Робин, Зора приводит всех в чувство, говоря, что пора выяснить, друг она им или враг. И когда Зора узнает, что Робин сделала это, чтобы спасти их, он зол, так же как и Луфи. Но эти два героя по-разному демонстрируют свою злость. Если Луфи кричит и всем своим видом показывает свое негодование, то Зора уходит в свои мысли и концентрируется на своих чувствах. Но в сражении с Каку он на мгновение теряет самообладание из-за слов жирафа о Робин, вследствие чего мы наблюдаем одну из сильнейших его атак – Ашуру. То есть именно мысль о Робин и стала катализатором для преодоления собственных лимитов Зорро. А когда на триллер-парке Зора готов отдать свою жизнь за Луфи, это дает нам понять, что он уже не тот, что прежде, и из человека, который был готов убить всех на своем пути и выжить любой ценой ради достижения своей цели, он вырос с того, кто может поставить жизнь другого выше своей. Это и есть то самое развитие персонажа, разрешение внутреннего конфликта и осознание его пути. В этом моменте образ Зора очень хорошо можно сопоставить с героем повести Быкова «Сотников». Ранее я уже затрагивал тему внутренних слабостей, и безусловно, что внутренние слабости живут в каждом человеке. В произведении Василия Быкова наглядно показано, что помогает преодолевать их. Все персонажи в произведении Быкова, как и герои One Piece, сталкиваются с преодолением невидимых барьеров. Для одних это становится знаковым событием, для других лишь подтверждением внутренних ресурсов жизненной энергии. Сейчас давайте кратко разберем главного героя повести, и я постараюсь вам объяснить его схожесть с Зорро. На примере обычного партизана Сотникова автор показывает, с какими негативными моментами приходилось сталкиваться в военное время. Но что же помогало ему идти дальше и не сдаваться? Как он преодолевал свои страхи и развеивал сомнения? Ведь мужчина, даже когда возникла угроза жизни, не перестал быть преданным своей отчизне. Также и Зора никогда не предаст свою команду, он скорее умрет, чем сделает это. Сотникову было всего 28 лет, когда его вместе с другими пленниками повесили фашисты. За всю свою недолгую жизнь он только несколько раз испытывал чувство страха. Один раз это произошло, когда он был еще ребенком. Мальчик взял у своего отца без разрешения наградной маузер и случайно нажал на курок. Маузер издал громкий выстрел и оставил предательскую дыру в полу. После этого Сотников-младший получил от матери ценнейший совет о том, что нужно всегда нести ответственность за свои поступки. Он собрался с духом, пошел и признался во всем папе. С тех пор он твердо знал, что только сильные люди способны преодолевать свои страхи. Он считал себя сильным человеком, даже когда раненый и избитый полицаями лежал в сыром подвале. Даже в таком, казалось бы, безвыходном положении он не думал о своей жизни. Мужчину больше волновала судьба других, их здоровье и благополучие. Он понимал, что по его вине они оказались в плену у немцев, поэтому он обязан был что-нибудь сделать и придумал, как освободить их. Он признается в том, что является партизаном, а другие ни в чем не виноваты. Не напоминает ли вам это поведение Зора, когда он сдается Куми, лишь бы уберечь свою команду, или когда он во время нападения Кизару велит Усопу бросить его и спасаться самому?
потому, весь израненный, он все еще стремится защищать то, что ему дорого, и ради этого ему не жаль даже своей мечты. Только человек с исключительным добрым сердцем и сильным характером мог позабыть о собственных слабостях и нестерпимой боли, от которой периодически терял сознание. Даже в такие немыслимо тяжелые для себя моменты эти два героя думают о других. Когда Сотников принял решение пожертвовать собой, то благородство и радость за спасенные жизни заставляет притупиться чувство страха. Тогда он испытывал его во второй раз. Только теперь это была не просто человеческая слабость, а скорее инстинкт самосохранения, который приводил многих к панике. Его товарищ рыбак не смог справиться с этой панической атакой, и он принимает решение, противоположное выбору Сотникова. Мужчина решает перейти на сторону полицаев. Конечно, это решение приходит не сразу, а только когда рыбак слышит, что утром фашисты их собираются казнить. Рыбак не смог преодолеть своих слабостей. Страх смерти преодолеть очень сложно, ведь впереди неизвестность. Но тогда почему у Сотникова это получилось? Ответ очевиден. Он просто перестал себя жалеть, а подумал о других. Ведь только усыпив гордыню, человек сможет разглядеть мир вокруг себя и смело пройти все испытания, предназначенные судьбой. Рыбака же волновало только сохранение собственного тела, поэтому о душе он даже не подумал. Начиная свой анализ Зора, я упомянул, что в основе его личности лежит гордость. Но не стоит путать гордость и гордыню, между ними большая разница. Например, в том же Сотникове главный герой, как и Зора, относится к гордой личности, а рыбак же не смог побороть гордыню. Также проблема гордости и гордыни поднимается в рассказе Максима Горького «Старуха Изергиль». Если Данка, который не побоялся спасти свой народ, буквально вырвав свое сердце из груди и осветив путь из чащи леса, называется в повествовании человеком гордым, то Лара показан как человек горделивый. Он думает лишь о собственных интересах и целях. Для Лары жизнь другого человека не имеет никакого значения. Сын Орла считает себя лучше всех остальных. Именно по этой причине Лара отказывается подчиняться племени. Герой рисуется как высокомерный и эгоистичный человек. Данный пример показывает, что гордость в литературных произведениях представлена не только положительными, но и отрицательными проявлениями. Почему Зора именно гордый, а не горделивый герой, довольно легко объяснить. Переломным моментом становится сцена, когда Зора встает на колени перед Михоуком и просит его обучить. Здесь важно понимать, что Михоук — это буквально последний человек, перед кем Зора бы встал на колени, ведь его цель превзойти Михоука. Это то, о чем мы говорили чуть ранее. Но поражение сначала Куми, а затем и на архипелаге Сабаоди полностью ломают взгляды Зора, и он признает свою слабость, а это не присуще горделивым личностям. Более того, признание своей слабости и есть сила, ведь сила и слабость идут бок о бок, как свет и тьма с начала времен. И это показывает нам, почему важно признавать свои слабости, ведь только приняв их, можно стать по-настоящему сильным. Признать свои слабости — это значит не просто обратить внимание, а еще и стремиться избавиться от них. Каждый человек имеет свои слабые стороны. Не существует идеальных людей, но есть те, которые стремятся к этому идеалу. Если человек не самосовершенствуется, он обречен на несчастье. Ведь оставить без внимания собственные недостатки значит ничего не менять, не бороться с собой. А жизнь в вечном страхе перед своими же слабостями вряд ли кому-либо понравится. Это мы можем видеть в том, как каждый из Мугивар пережил произошедшее на архипелаге Сабаоди, в особенности на контрасте с Луфи. Чтобы полно выразить эту мысль, нам нужно рассмотреть отношения в этом вопросе еще и Луфи. Одно из противопоставлений между Луфи и Зора, несомненно, будет неспособность Луфи извлекать жизненные уроки из острых ситуаций, произошедших в его приключении. Я говорю сейчас именно о его безрассудстве и безответственности. Изначально Луфи показан нам как не думающий о последствиях и действующий исключительно на эмоциях персонаж. Это часть его характера и соответствует его образу. Однако по мере развития приключений его безрассудство становится уже не прописанной частью его характера, а какой-то нелогичной несправедливостью. Если структурно рассматривать критические ситуации, в которые попадает Луфи, когда он близок к смерти, то легко прийти к выводу, что каждый раз он сам является виновником этих ситуаций из-за своей безответственности. К примеру, в Локтауне он достаточно легкомысленно отнесся к Баги и Альвиде, вследствие чего был закован и приговорен к смерти. Но посмотрите на его поведение, он не взволнован. Он улыбается, ведь это весело, он впервые видит казнь. Но вот он уже обездвижен и сейчас умрет, будет казнен. К счастью, он был спасен. И логично предположить, что стоит извлечь из этого урок. Возможно, не стоит относиться так легкомысленно к своим противникам и не вести себя опрометчиво и необдуманно, ведь это подвергает жизнь капитана и его команды смертельной опасности. Не так ли? Нет, не так.
Только не для Луфи. В дальнейшем сюжете такие ситуации будут создаваться снова и снова по одному и тому же сценарию, и решаться каждая будет аналогично предыдущей. Счастливым спасением со стороны. Луфи не извлекает уроки из своих ошибок и повторяет их снова и снова, потому что... А зачем? Все же обошлось, ведь каждый раз будет находиться кто-то, кто спасет Луфи из отчаянного положения. Всегда будет условный Драгон, Робин, Кума или Зора под рукой спасет в случае чего. Ответственность не ноша лидера. Как бы парадоксально это ни звучало, но это прекрасно описывает Луфи. Этот момент особенно сильно подчеркивается в Water 7 в диалоге между Зора и Луфи, в котором первый прямым текстом говорит о капитанском обязательстве Луфи перед командой. Однако пик этого безобразия проявляется именно в арке Сабаоди, ведь именно в ней безответственность Луфи достигает критической отметки. На эмоциях он наносит прямой удар Чарлосу, Тенрюбита, прекрасно осознавая, какие последствия за этим грядут. Ведь этому была посвящена целая сцена первого появления Тенрюбита, в которой Папак объяснял, что произойдет при неподчинении власти. Осознавая все риски, Луфи принимает решение, беря за него ответственность. И вот, казалось бы, какой же идеальный момент сломать Луфи, показать ему, что шутки кончились, это больше не игры в пиратов, и что пора научиться нести ответственность за свои поступки, что необдуманные решения в этом мире влекут за собой смерти товарищей. Пора нести ответственность и платить за принятые решения. Ну или нет, потому что Луфи опять спасают. Кума помог Мугиварам, и уже в новом мире Луфи снова ведет себя безответственно и безрассудно, несется сломя голову, ломая все планы и подвергая товарищей опасности. Притом уровень угрозы не имеет никакой роли. Что адмирал Дозоры на Сабаоди, что двое Йонка на их пиршестве, все равно. Конечно, в те или иные моменты Луфи подвергался эмоциональному спаду и получал некоторое развитие в каких-то минимальных моментах, но в основном источником этому служил не инцидент на Сабаоди, а смерть Эйса, который по иронии погиб вовсе не по вине Луфи. Наоборот, в этой ситуации Луфи сделал буквально все, что мог. Но как и было сказано ранее, глобально Луфи все столь же безответственный и опрометчивый в своих эмоциональных решениях. Если Луфи после проигрыша не вынес никаких жизненных уроков и по-прежнему часто ведет себя безрассудно, то у Зора же этот опыт отложился совсем иначе. Он четко осознает причины их поражения на Сабаоди и велит Луфи стать серьезнее во время их приключения на Панкхазар, так как не хочет снова переживать вкус потери. Так не годится! Нельзя, чтобы так продолжалось! Для чего мы тренировались 2 года? Эй, да ладно тебе, мы ведь живы! Чушь! Если мы так и будем вести себя необдуманно, это может стоить нам жизни! Эй, Луфи! Зора! Будь серьезней! Мы теперь в новом мире! Да, прости! Теперь я буду осторожен! Помните, в начале ролика мы затронули защитные механизмы психики? Так вот, первый болезненный опыт Зора, потеря друга и соперника заставляют его оградиться от внешнего мира и проявления эмоций, так как он считает, что это и есть сила. То второй же его опыт, а также в целом пережитое приключение позволяет ему понять, в чем настоящая сила. Именно его бессилие, слабости и неспособность повлиять на ситуацию, в совокупности с его поэтапным осознанием к моменту Сабаоди о том, что из себя в действительности представляет титул величайшего мечника. Бывает так, что человек просто не замечает своих слабостей, но когда замечает их, в нем появляется стимул исправить это или начать все заново. Например, герой романа эпопеи Льва Николаевича Толстого «Война и мир» Андрей Болконский в начале произведения не видит в себе недостатков. Он достаточно горд и высокомерен по отношению к обществу и в целом окружающему его миру. Также холоден к своей беременной жене, не уделяет ей внимания и игнорирует. Переосмыслить жизнь помогает ему разговор с собой под Аустерлицем, смерть жены и влюбленность. Болконский осознает, что Наполеон, которым он восхищался, является мелочным человеком, и интересы, которые его так занимали, ничтожны. Понимает также, что виноват перед покойной женой своим снисходительным отношением к ней, жалеет, что был отдален от нее. Осознав свою жизнь и ее недостатки, Андрей не оставляет это без внимания. Он не хочет больше идти на войну, начинает путь придания значимости своей жизни, возвращается
возвращается в свой родной дом и помогает отцу по хозяйственным вопросам. Это и есть пример самосовершенствования человека, становления его на верный путь. В качестве другого примера хочу познакомить вас со Степаном Парамоновичем Калашниковым. Главный герой лермонтовского произведения «Калашников», узнав о том, что честь его жены была осквернена царским опричником Киребеевичем, не стал закрывать на поступок опричника глаза. Он заступился за честь Алены Дмитриевны, тем самым защитив честь всей своей семьи. То, что купец Калашников идет на риски и на жертвы ради того, чтобы защитить свое честное имя, чтобы про его жену не говорили плохо, указывает на то, что главный герой владел чувством собственного достоинства и гордостью. Эта ситуация очень похожа на события в Вано, когда Зора, разъяренный из-за смерти Ясуи, нападает на Орочи, невзирая на то, что их могут раскрыть, но он просто не может простить Орочи за его насмешки, ведь Ясуи стал для Зора близким человеком. Азарт, свевший двух мужчин, послужил началом глубокого взаимного уважения, ведь именно Ясуи познакомил Зора с отбросами Акабора и в полной мере раскрыл ему философию жизни этого народа, ложной, как выяснилось позже, однако это лишь усилило эмоциональную вовлеченность Зора в этот конфликт и сделало его уже личным. Вообще можно заметить, что после таймскипа Зора начинает более открыто проявлять свои эмоции. Он смеется над голосом Пики, злится из-за того, что люди Кайдо сделали с людьми из деревни отбросов. Вспомним его ярость, когда он узнает, что они не способны ни на какие эмоции, кроме смеха и улыбки. Эта злость также проявит себя и позже, когда во время штурма Анигашимы Зора вместе с Луфи, отбросив здравый смысл, решает наказать приспешников Кайдо за разлитый Сирука. Хотя тот же самый Зора еще арку назад был максимально рассудителен и даже резок в присущей ему манере в отношении ситуации с Санджи. После таймскипа Зора стал черпать энергию не через подавление чувств, а через управление чувствами. Зора очень сильно вырос как персонаж от момента первого своего появления до нынешнего времени, став сильным не только физически, но и психологически и духовно. Он нашел свой путь, который однажды потерял. На протяжении всего произведения мы можем видеть, как Зора развивается, учится на своих ошибках и делает все, чтобы не повторить их. Он осознает значение истинной силы. Силен не тот, кто может разрезать что угодно и победить любого в битве, а тот, кто способен защитить то, что ему дорого. И если вы все еще считаете, что Зора просто клишированный, сильный и пафосный мечник, то советую вам перечитать произведение. Ведь одного короткого ролика не хватит, чтобы пересказать все моменты, в которых Зора проявляет свои чувства, эмоции и доброту, потому что пришлось бы буквально пересказать весь One Piece, потому что Зора уделено внимание наравне с Луфи. И если раскрытию каких-то персонажей Ода посвящает отдельные арки, то раскрытие Зора идет на протяжении всей истории. Литературный образ. Мы уже разобрали в некоторой степени то, что характерный образ Зора является достаточно распространенным литературным шаблоном на примере русской классики. Однако я хочу уделить этому вопросу гораздо больше внимания, потому что образ Зора можно назвать не просто распространенным, а даже в какой-то степени примитивным геройским архетипом. Если вы смотрели мой обзор на Багги, то помните, что там я сравнивал образы Багги и Шанкса с мистером Крабсом и Шелдоном Планктоном из Спанч Боба. Многим зрителям это показалось странным, ведь казалось бы, персонажи совсем не похожи. Но в этом и заключалась идея. Взять совершенно не похожих персонажей и показать, что шаблон образов глобально схож в своих атрибутах и ролях. Создать контраст, чтобы более наглядно выразить свою позицию. Аналогичным приемом я воспользуюсь и здесь, по отношению к Зора. Раз мы уже рассмотрели область литературы, давайте теперь займемся областью поп-культуры, а после добьем это все уже персонажем непосредственно из аниме-культуры. Ну так, исключительно для полноты нашего анализа. Говоря об архетипах из поп-культуры, логично, я думаю, будет взять за основу супергероику, так как сама суть жанров смежная. Моим любимым супергероем является Человек-паук. Дополнительно возьмем еще и ярчайшего представителя противоположной вселенной – Бэтмена. Ну и для баланса добавим Мэтью Мёрдока – Сорвиголова. Вообще можно брать практически любых супергероев, но остановлю предпочтение на этих троих. У всех них есть неотъемлемый атрибут геройского архетипа, к которому относится и Зора тоже – перевоплощение. Уточню, что под перевоплощением подразумевается не физическая смена облика, а ментальное перевоплощение личности в его альтер-эго. Фактически, это то, что мы привыкли называть классическим развитием персонажа. Ведь личность героя до его метаморфоз кардинально отличается от его заключительного варианта. В каждой истории героя наступает момент, когда совмещать две личности в одном теле становится все сложнее, а впоследствии и вовсе не представляется возможным. И всегда, каждый раз без исключения, обязательные попытки героев сделать
сделать это, оказываются провальными и часто несут за собой сопутствующий ущерб, как правило, жертву, которая становится катализатором для перевоплощения. Это так называемый переломный момент, вследствие которого герой совершает роковой выбор. Кто он есть на самом деле и кем он должен быть на самом деле. Должен ли он стать кем-то другим, стать чем-то другим во имя высшего блага и личного долга, или же отказаться от этой ответственности и навсегда лишить свое альтер-эго жизни. Для Человека-паука в каноничной истории этим поворотным моментом стала смерть его возлюбленной, Гвен Стейси. Это произошло в 121 выпуске Удивительного Человека-паука в июне 1973 года. И тут важно понимать, что это событие стало роковым не только для самого супергероя, но даже для всего сообщества поклонников комиксов о дружелюбном соседе. Именно в этот год, именно с этого выпуска смерть Гвен стала одним из самых драматичных и поворотных событий, изменивших историю сторителлинга в комиксах. С этого момента читатели поняли, что и ключевые персонажи могут погибнуть, чего до этого никто не ожидал. Из-за секретов о своей личности от Гвен у Питера уже происходили серьезные напряги в отношениях, однако за недостатком опыта он не мог решить эти кризисы. Пиком стала ее смерть. После этого переломного момента по уже выявленной нами формуле Питер должен сделать роковой выбор – перевоплощение. И происходит не менее значимое событие в комиксах о Человеке-пауке. Он извлекает уроки из своего опыта и отказывается от своей силы и идущей в паре к ней ответственности. Он отказывается от личности Человека-паука и избавляется от своего костюма. Эта культовая сцена была впоследствии не один раз переиграна в различных адаптациях, разных форматах, но суть всегда одна. Питер выбрасывает свой костюм паука в будь то мусорный бак или же истривер, как символ принятия своей единственной личности, Питера Паркера. Пройдя через физические испытания и внутренние конфликты, герой получает развитие и абсолютное понимание того, кто он есть на самом деле. В этот момент вторая личность погибает. Гораздо в более взрослом формате этот архетип выражен в Бэтмене, так как у него принятие и осознание одной единственной личности происходит не в какой-то определенный критический момент, а в сразу нескольких контрольных моментах его пути как Бэтмена. Однозначно, смерть родителей запустила необратимый процесс перевоплощения Брюса Уэйна, однако это произошло не резко, наоборот. Он осознал свой путь, но так же, как и в случае с Зорро, не мог найти к нему прямой дороги. Он блуждал по извилкам в своем собственном аду, а вернуться на истинный, единственный и правильный путь смог только спустя много лет, когда вернулся обратно в Готэм и совершил несколько изматывающих и почти фатальных набегов в мир преступности. Он сидел в кабинете отца, задаваясь вопросом о своем предназначении и поиском пути. Летучая мышь, разбившая окно, была воспринята Уэйном как знак, что ему надо принять образ летучей мыши, чтобы вселять страх в сердца преступников, воспринимаемых трусливыми и суеверными. Помимо этих контрольных моментов, полноценным становлением Бэтмена также принято считать смерть Джейсона Тодда от рук Джокера, которую Бэтмен не смог предотвратить, не хватило сил. В отличие от Питера Паркера, Брюс Уэйн никогда не пытался жить двумя жизнями. Он сразу четко осознал, кто он есть и кем он будет всегда. И, наверное, этим так и интересен Бэтмен. В то время как все остальные герои надевают маску Мстителя, чтобы скрыть свою настоящую личность, Бэтмен надевает маску Брюса Уэйна, чтобы скрыть настоящую личность Бэтмена. Он настоящий психопат с детской травмой, и какая же это злая ирония, что его злейший враг является таким же безумцем, и только он, единственный во всем мире, может понять состояние Бэтмена и то, каково ему. Только Джокер может стать лучшим другом для Бэтмена. Без Джокера Бэтмен не может существовать, как и не может существовать Джокер без Бэтмена. Ну и третий супергерой, имеющий атрибут перевоплощения – Сорвиголова. Он является чем-то средним между Человеком-пауком и Бэтменом. Именно поэтому я добавил его третьим в эту карусель. В отличие от Питера Паркера, слепой адвокат Мэтью Мёрдок никогда не полагался на свое альтер-эго в большей степени, чем на свою основную личность. А Сорвиголова был лишь поддержкой, регулировал те моменты, которые не мог Мэтью Мёрдок. И у него получалось. Он одолел своего злейшего врага, Кингпина, и посадил его в тюрьму. Законно. Однако законы крайне эластичны и несовершенны. Кингпин избегает кары Мэтью Мёрдока и наносит свой ответный удар, убивая его возлюбленную Электру. Для Мэтью это переломный момент, его перевоплощение. На горьком опыте он понимает, что Мэтью Мёрдок никогда не сможет изменить мир. Он пытался, правда, но не получилось. Законы не работают, и он навсегда решает отказаться от своей личности и стать дьяволом
символом адской кухни по имени Сорвиголова, потому что только он может решать реальные проблемы и оказывать влияние на мир. Такое сильное сюжетное решение, аналогичное с Человеком-пауком, породило множество интерпретаций этого сюжета, в том числе и на малых экранах, в результате чего мы собственными глазами можем лицезреть сильнейшие сцены смерти Мэтью Мёрдока и рождения Сорвиголовы. I'm not as capable as I was, but I don't get to choose who I am. I'm Daredevil. Not even God can stop that now. Да, это отступление немного затянулось, но оно было необходимым, чтобы выделить один из основных атрибутов поп-культурного архетипа, который воплощает Зорро. Герой, переживающий ментальное перевоплощение, принятие новой личности и нового себя, который полностью противоречит старой личности. Перевоплощение спровоцировано единичным, либо же чередой ключевых моментов, переломных моментов в жизни Зорро. Такими являются смерть Куины, одно из важнейших для формирования Зорро событий, надломившее его и определившее его путь, но еще не дорогу. Поражение от Михоука на Барате и победа над Дасбонса в Алабасте совокупно, потому что это неотъемлемые ключевые точки в его пути, определившие для него дорогу и понимание истинной силы, а также значение титула Величайший Мечник. Микрокризисы на пути Зорро, такие как его неспособность защитить Накама в Литл Гарден и последующая рефлексия по этому поводу в его личной цитадели отчаяния на Гоинг Мэри. Поражение в битве с Кумой, очередная неспособность защитить Капитана, где Зорро уже четко осознает свои ориентиры, и финальный кризис на Сабооде, в котором Зорро становится свидетелем абсолютной неспособности спасти хоть кого-то, которая и становится его переломным моментом и как следствие катализатором к этой сцене. Пику и финальной точкой развития Зорро, его перевоплощение, осознание своих слабостей, отказ от своей гордости и абсолютная ясность в отношении своей цели, чтобы превзойти тебя. Ну и для закрепления результата давайте рассмотрим пример этого архетипа из аниме-культуры. Мы уже, конечно, немного прошлись по этой теме, взяв пример Наруто, но правильнее будет разобрать более подходящий и более взрослый пример. Я думаю, многие уже догадались, да и, наверное, сами замечали, что такой же шаблон персонажа, как и для Зорро, используется мангакой Кентаро Миурой для его персонажа по имени Гатс из манги Берсерк. Я думаю, все, кто смотрел или читал Берсерк, ловили себя на мысли, что Гатс чертовски похож на Зорро. И неудивительно, ведь у них один и тот же ролевой образ. Надломленный, одинокий изгой, ведущий вечную борьбу внутри себя и так отчаянно пытающийся защитить тех, кто ему дорог. В соответствии с шаблоном у Гатса такие же переломные моменты. В начале истории он просто бродяга и наемник, который охотится на людей и выполняет миссии за деньги в одиночку, абсолютно не имея под своими ногами пути для достижения того, что он действительно хочет. Он просто заблудившаяся овечка. Однако в определенный момент своего путешествия он встречает парня, впоследствии ставшего для него ближайшим другом и того, кто полностью изменил Гатса, дав тому понимание его истинной цели и мечты, после того, как Гатс вступил в его банду. Это такой же переломный момент для Гатса, как и встреча с Луфи для Зорро, вследствие чего он получает свое развитие. Другой переломный момент у него, как и у Зорро, завязан на близком для героя женском персонаже, который переживает драматическую ситуацию. Естественно, в Берсерке оттенок происходящего гораздо более темный в силу жанра и возрастного рейтинга, но структурно паттерн одинаковый. Не говоря уже о схожести в этих персонажах в целом, то есть у них практически одинаковая внешность, короткие волосы и выразительные черты лица, у обоих травмирован и закрыт один глаз, тела в шрамах, самый большой среди которых традиционно располагается поперек груди. Они оба одиночки, замкнутые в себе, оба мечники с довольно специфическим стилем боя для их миров и оба сильнее большинства героев. Забавно, но оба автора для своих персонажей даже используют один и тот же подвиг, который в будущем будет упоминаться промежуточными персонажами. Гатс в своем мире прославился после того, как в одиночку убил 100 солдат вражеской армии, защищая члена своей команды. И Зорро аналогично стал узнаваем как человек, вырезавший 100 наемников на Виски Пик, защищая свою команду. Конечно же, оба персонажа каждый раз получают несопоставимые с жизнью ранения, а их жажда крови пугает как их противников, так и читателей. Они оба даже имеют соответствующее демоническое лицо, характерное для таких маньяков. В общем, можно долго искать схожести между Гатсом и Зорро, но я думаю, суть вы уловили. Тем не менее, я не могу не заострить внимание хотя бы на одной сцене, которая присутствует в обоих произведениях. И в One Piece, и в Берсерке имеется практически одинаковая сцена.
После того, как главные герои встречаются друг с другом, они вместе проходят через небольшую боевую сцену. Это что-то вроде боевого крещения и зародившейся дружбы. Но самое главное для таких отношений вот эта сцена. Автор уводит персонажей от остального мира, остальных людей в какое-то изолированное пространство и оставляет их наедине друг с другом. В One Piece это происходит в бескрайнем море, когда Луфи и Зора оказываются только вдвоем в маленькой лодочке. В Берсерке Гатс и Гриффит находятся на широкой безлюдной поляне, только вдвоем. В обоих случаях персонаж, определившийся за своей мечтой и знающий путь к ней, представлен в полный рост. Он стоит спиной ко второму персонажу, часто на возвышенности, конце пологого пространства или, как в случае с Луфи, на кончике лодки, опираясь на нее одной ногой. Такое положение как бы возвышает этих персонажей над их товарищами, которые, как правило, в пространстве должны находиться ниже. И Гатс, и Зора в нашем случае оба находятся в положении сидя и смотрят в спину своих новоиспеченных капитанов. Те же, в свою очередь, так романтично смотрят в небо и говорят о своих мечтах в утвердительном тоне. Луфи говорит, что он станет королем пиратов, а Гриффит говорит, что он станет королем в своем королевстве. Они оба четко понимают, чего они хотят, и оба решительны в своих мечтах. У них у обоих есть свой триггер в их детском флешбеке. После слов Луфи о мечте, лицо Зора меняется, точно так же, как и меняется лицо Гатса после слов Гриффита о мечте. Суть таких сцен заключается во взаимодействии понимания сидящего персонажа с пониманием мечт и взглядов стоящего персонажа. Небо тут, которым любуются мечтательные персонажи, можно рассматривать как аллегорию мечтам, ведь небо в художественных произведениях зачастую воспринимается персонажами как простор, свобода, безграничность и бескрайность, что-то недосягаемое и высокое, что-то как мечта. Чаще всего, когда авторы используют такие сцены, они пытаются раскрыть романтическую мечтательность таких персонажей. Выразительности этому моменту добавляют сторонние персонажи, у которых обязательно имеется непонимание и часто противоположное состояние. Даже в One Piece такой приемчик используется не единожды. Достаточно вспомнить хотя бы этот флешбэк с молодым Белоусом. Пока вся команда делит награбленное золотишко и упивается в радости, только Ньюгейт отстранен от своей команды. При разговоре, облокотившись, он смотрит не на них, а на бескрайнее пространство за бортом корабля и говорит о своей мечте – иметь семью. Ему не интересны драгоценности и золото. Конечно же, остальные персонажи не понимают этого. Точно так же это вызывает проблемы в понимании у Зора и Гатса. Даже визуально они, находясь ниже, показаны как персонажи, которые не могут понять другого героя в данный момент. Услышав о мечте Луфи, Зора меняется в своем лице и спрашивает у него, что означает его мечта и есть ли у этого какая-то причина. Символично, потому что Зора словно спрашивает это у самого себя. Вроде бы у него есть мечты о становлении величайшим мечником, но как мы уже выяснили, в тот момент Зора абсолютно не понимает сути своей мечты. В противовес Луфи, который точно знает природу того, что он хочет. Гатс, точно так же как и Зора, не имеет ясного представления о своей мечте в этом моменте. Он также удивлен такому сформированному взгляду Гриффита на мечту, при том, что сам Гатс никогда мечты не имел и не осознавал даже сути этого понятия. И оба этих персонажа в конце концов в определенный момент истории благодаря своему капитану осознают суть своих мечт и то, кем они являются на самом деле, что подведет их к переломному моменту. Для Зора это принятое решение обучаться мастерству фехтования у Соколиного Глаза, а для Гатса это принятое решение покинуть отряд Сокола. Соколиный Глаз и отряд Сокола, даже тут схожести. Забавно. Таким образом, вы должны понимать, почему Гатс и Зора настолько похожи по своему художественному образу персонажа. Почему вот люди говорят, что Зора это второй главный герой. Не потому, что он им нравится и они хотят возвысить его лишний раз. Нет, просто Зора воплощает в себе образ персонажа с атрибутами главного героя. Всегда. Всегда в таких историях это история о двух людях, о развитии их отношений и их совместном пути. Зора был единственным человеком, которого Луфи искал целенаправленно для своей команды. Они были первыми друг для друга. В самом начале истории они начали это. Оба, мечтающие стать королями на своих аренах, они отправились в путь вместе. Если мы берем сегмент Мугивар, то именно Зора и Луфи главные персонажи этой истории, а все остальные второстепенные. Второстепенные герои, каждому из которых уделена небольшая арка в сюжете, которая за короткий срок в полной мере раскрывает их личность и развивает их. Но только Луфи и Зора несут это на протяжении всей истории. Именно поэтому только они среди всех получают равномерное развитие в течение всего пути. И именно поэтому только они среди всех противостоят двум сильнейшим противникам в мире. Два Йонка против двух дерзких новичков. Именно поэтому Луфи должен быть тем, кто сокрушит большую мамочку, а Зора должен быть тем, кто сокрушит Кайдо. Они вместе.
Эти два персонажа имеют одинаковый ролевой шаблон, который распространен в художественном мире, будь это японская манга, супергероика или же классическая литература. Все это рассуждение об образах имеет под собой цель объяснить людям, которые думают и любят говорить вещи в стиле «ну, Зора плохо прописан, он не раскрыт» и так далее, что это не так. Зора в принципе не может быть плохо прописан, ведь он — это воплощение одного из самых популярных образов, который уже изначально содержит в себе определенные паттерны и шаблоны. Ода взял этот костяк и натянул на него свой пользовательский скин, придумав для Зора индивидуальную историю и образ в рамках своего произведения, грамотно раскидав по всей манге триггеры, которые направляют Зора на его путь развития. Все это сделано очень аккуратно, наглядно и доходчиво, если смотреть на картину целиком. Так как я делаю видео о One Piece, я так или иначе взаимодействую с комьюнити One Piece и наблюдаю за настроениями в нем. Естественно, я видел много рассуждений на тему Зора и даже некоторые видеоролики. В одном из них, под названием «Почему Зора не так интересен, как Санджи», была выражена мысль о том, что Зора — это практически идеальное воплощение человека. У него практически нет слабостей, за исключением топографического кретинизма. Он сильный, умный, харизматичный, преданный и с крутой мечтой. И якобы это и является его проблемой. Зритель не может сопоставить себя с Зора, сложно представить себя на его месте, так как у него просто нет слабостей. Он слишком крут, и в нем нет того изъяна, коих в Санджи просто навалом, и благодаря которым и получается проникнуться и сопоставить себя именно с Санджи. Зора слишком идеален, для него невозможно придумать душевный вызов. Все в нем возведено в абсолют. Я бы хотел выразить следующую мысль, отталкиваясь именно от этого тезиса. Зора нереалистичный идеализированный персонаж, с которым нельзя себя сопоставлять в противовес ранимому и живому Санджи. Что ж, естественно, у каждого человека все индивидуально, и я верю, что есть люди, которым гораздо проще ассоциировать себя с парнем, который ползает на коленях перед женщинами, буквально умоляя стать их рабом, попутно кидаясь на каждую красивую юбку, чем с человеком, который постоянно преодолевает себя через тяжелые жизненные и банально физические испытания. С человеком, который воплощает в себе не идеальные черты, а я бы сказал гораздо более приземленные и житейские. Доброта, справедливость и верность — это далеко не идеализация. Это скорее совокупность взаимодополняемых элементов, составляющих сильную личность. Но даже если закрыть глаза на это, я все равно не могу согласиться с идеализированным образом Зора супротив Санджи. Даже более, я ответственно заявляю, что Зора — это, пожалуй, самый реалистичный и личностный образ среди всех Мугивар. Для подтверждения моих слов я проведу краткий сравнительный анализ всех членов пиратов соломенной шляпы. Давайте же начнем с Санджи. Неправильно с моей стороны будет проигнорировать действительно важную и основополагающую часть его образа. Ода действительно хорошо поработал с его прошлым в арке Тотланда и воплотил в Санджи довольно распространенный, условно, образ. Да, действительно, многие читатели могут найти частичку себя в маленьком мальчике, который подвергается родительскому абьюзу. К сожалению, в реальной жизни подобные ситуации могут происходить, и в зависимости от их тяжести, это может негативно воздействовать на психику ребенка из-за жестокого обращения с ним родителей. Это было злободневно и ярко, но тем не менее, мы говорим об образе в целом на протяжении истории. Для вас не будет новостью, если я скажу, что для формирования образа и последующего взаимодействия с ним Ода часто прибегает к гиперболе. Это литературный прием, заключающийся в художественном преувеличении, задачей которого является усиление выразительности для подчеркивания своей мысли. Гипербола присутствует в той или иной степени у всех Мугивар. К примеру, автор гиперболизирует ложь Усопа, делая ее настолько нелепой, что в нее невозможно поверить, что выделяет Усопа как заядлого врунишку, вместе с тем подчеркивая его юмористическую натуру. Потому что когда Усоп говорит, что он в одиночку побеждал нескольких гигантов или целые вражеские армии, это смешно. Ведь мы знаем, что Усоп достаточно слабый парень, к тому же трусливый. Гипербола персонажей зачастую комбинируется, как, например, у Усопа и Чоппера. В то время как Усоп гиперболизированно лживый персонаж, Чоппер гиперболизированно наивный, что позволяет ему верить в ложь Усопа и, соответственно, плодить множество ситуационной комедии. Нами исключительно любит деньги, даже слишком, и готова ради них практически на все. Будь One Piece более высокий возрастной рейтинг, то, уверен, Нами имел бы более реалистичный образ. Луфи тупой. Ну и Санджи тоже не обделен своей гиперболой. Он воплощает собой образ этакого джентльмена, который галантен по отношению к женщинам, защищает их и никогда не поднимет руку и ногу в его случае на женщину.
И для усиления выразительности, а также добавления личной комедии, автор загоняет Санджи гораздо дальше в его безумной любви к женщинам. Он заставляет его извиваться перед ними, ползать по полу и умолять полежать на коленках, а также исполнять их просьбы и даже создавать довольно серьезные ситуации, в которых Санджи будет подставлять своих друзей и подвергать их опасности. Ну, так и возвращаясь к вопросу о реалистичности образов персонажей. Ну, нет. Так не бывает. Таких людей, как Санджи, не бывает в реальной жизни. Именно вот таких, в которых совмещен образ галантного ухажера и законченного извращенца, который возведен в абсолют, потому что в ситуациях, когда жизни человека угрожает опасность смерти, реальный человек не будет вести себя подобным образом. А если такое и встретится в реальной жизни каким-то чудом, то это скорее исключение из правил, а не правило. Соответственно, цельный образ Санджи весьма сложен в наложении на образ человека из реального мира. То же самое относится ко всем человекоподобным членам Мугивар. Мы не берем в расчет Фрэнки, Брука или Чоппера, потому что, очевидно, это нереалистичные образы, так как их характер уж слишком подвязан на их телах. Поэтому, если кто-то ассоциирует себя с оленем, то я вряд ли могу тут что-то противопоставить. Даже тот же Луфи, который, по словам Оды, воплощает в себе образ классического ребенка, также гиперболизирован. Он неестественно глупый. Он бьет человека, а когда его спрашивают за что, то отвечает «не знаю». Ест, что увидит, а потом не понимает, еда это или нет. Ну и просто много ситуаций, в которых Луфи ведет себя чрезмерно глупо. Это смешно, но также не является реалистичным. Ну и наконец Зорро. Его гипербола минимизирована настолько, насколько это возможно. И выражена разве только в том, что он поднимает веса в несколько тонн, что физически для человека невозможно. В нем нет сверхъестественных черт, все, что он делает, реально. Все черты его характера также реальны. Даже его причуда, топографический кретинизм, это реальное явление. И многие люди в нашем мире также страдают этим недугом под названием топографическая дезориентация. Даже его мечта, она не абстрактна, как у некоторых персонажей. Она приземленная и простая, а главное достижима. Это будет корректнее даже назвать целью, а не мечтой. Противовес тому же Санджи, чьей мечтой является найти All Blue, океан, которого не существует. То есть его мечта это просто вера в сказку, которую он как-то раз услышал и в которую поверил, которая никак глобально не влияет на него как на личность, ради которой он не отдаст свою жизнь, которая в реальной жизни никогда бы и не исполнилась. Это совершенно не является маяком его пути. Многие читатели могут импонировать доброте Зорро, его гордости и благородству, его стремлению защищать друзей, просто потому что такие качества, они житейские, они распространены среди нас. Вы вряд ли найдете такое же количество неумелых, чрезмерных врунов, как Усоп, или наивных глупышек, как Чоппер, которые будут искренне верить в глупости вроде того, что Усоп может в одиночку одолеть 10 гигантов с Эльбафа, или что Зорро будет сражаться со Смузи в арке Вано. Ну и ко всему этому вы можете добавить мои слова, сказанные ранее о философии физических тренировок в персонаже Зорро. Ведь многие люди занимаются в спортзале и разделяют эту одержимость, особенно когда это сопряжено неизбежно с их мечтами и амбициями, как у Зорро. Наш мир знает много маньяков, одержимых тренировками, одержимых своими мечтами стать величайшими людьми в своем ремесле, в мире, в истории. И они достигают этого. Их можно называть психами за их маниакальность или безумство, но именно такие психи меняют мир, становятся великими. Они говорят все. Зорро — это какой-то духовный образ многих людей нашего мира, поэтому он такой вдохновляющий и грациозный персонаж, поэтому он так любим большим количеством людей, и поэтому он наиболее реалистичный персонаж среди всех Мугивар. Я надеюсь, что мои мысли нашли отражение в ваших мнениях насчет Зорро, если он вам так же сильно нравится, как и мне. Или же вы хоть немного изменили свое мнение насчет него и чуть глубже поняли этого персонажа. В любом случае стоит отдать должное автору за создание такого персонажа. Да, его литературный образ и шаблон достаточно универсален, но это не делает персонажа скучным. Он достаточно комплексный внутри своей истории, но что самое главное, он позволяет читателю найти себя в нем и получить какое-то наставление от автора через основные посылы Зорро. 災難ってもんは畳みかけるように続くのが世の常だ。言い訳したらどなたか助けてくれんのか? Единственной моей просьбой будет оставить свое мнение в комментариях под этим видео, а также поставить лайк. Спасибо вам за просмотр этого длинного ролика. Пока.